Здравствуйте, уважаемые зрители. Вроде бы не такая сложная задача. В треугольнике АБЦ проведена биссектриса БК, которая делит сторону АС на отрезки длины 3 и 4, ну а длина самой биссектрисы 6. И требуется найти длину стороны АБ. Ну что ж, делайте стоп, попробуйте решить эту задачу. Ну а мы начинаем. Давайте поговорим про биссектрису, про формулы, связанные с биссектрисой. Этот материал пригодится точно тем, кто занимается в школе на повышенном профильном уровне. Вот дан треугольник АБЦ и биссектриса ЦК. Отрезки, на которые делится сторона АБ, обозначили x и y. Известно свойство 1, что биссектриса делит противоположную сторону на части, пропорциональные прилежащим сторонам. То есть x относится к y, как А к Б. Это такая удобная формула, которую, в общем-то, многие знают, профильники тем более. Но есть менее известная, так называемая формула биссектрисы. Вот биссектриса, проведенная к стороне С в квадрате, равна АБ минус XY. Согласитесь, симпатичная формула. Для того, чтобы по трем сторонам найти биссектрису, нам придется найти отрезки x и y, но затем уже применить эту формулу. Я докажу даже эту формулу, потому что доказательства нужны для чего? Э, Доказательства, их конструкции используются в решении других задач. Кроме того, на ЕГЭ, в частности, есть там целый пункт «Докажите», поэтому это очень полезное умение. Итак, я опишу окружность около треугольника АБЦ и продолжу эту биссектрису ЦК до пересечения с окружностью в некоторой точке P. О, ну P, что середина, будет дуги. Вот эти углы гамма и гамма вписанные опираются на равные дуги. Равные вписанные углы опираются на равные дуги. И проведу хорду ПА. Ну, я обнаружу два треугольника BCK и PCA, которые подобны между собой. Сейчас объясним, почему они подобны. Вот этот угол B, вписанный в окружность, опирается на дугу CA. И угол P, вписанный в окружность, тоже опирается на дугу CA. Ну а вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же дугу, равны между собой. Ну, можно записать, что угол B равен углу P. Хорошо. Тогда треугольник BCK, вот этот треугольничек, BCK, будет подобен треугольнику PCA по двум углам, вот этому длинному. PCA по двум углам. А теперь я обозначу отрезок КП буквой Z и воспользуюсь свойством пересекающихся хорд. Произведения отрезков, пересекающихся хорд, равны. То есть L умноженное на Z равно X умноженное на Y. Такая замечательная теоремка. И Z тогда равно XY разделить на L. Ну, почти все. Из подобия треугольников я должен составить соотношение сторон L относится к А в одном треугольнике, как B лежит против синего угла, относится к L плюс Z, то есть к стороне BCP. Ну, что отсюда следует по правилу пропорции? L в квадрате плюс L умноженное на Z равно АБ. Ну, осталось Z заменить на XY, деленное на L. И мы получим L в квадрате плюс L умножить на XY, деленное на L, равно АБ. L и L сокращается. Получили L в квадрате плюс XY равно АБ. Но откуда действительно L в квадрате равно АБ минус XY? Ну вот, теперь мы можем законно использовать эту формулу, хотя она вроде бы разрешена для использования. Ну а теперь решим нашу задачу. По формуле 1 что мы получаем? АБ относится к БС, АБ относится к БС, как? А как к АС? АК к АС. Ну а как к АС это 3 к 4, тогда имеем право обозначить АБ 3х, а БС 4х. Теперь из формулы 2 что следует? Что БК в квадрате равно АБ умножить на БС минус АК на КЦ. АК на КЦ. Или 6 в квадрате равно
3х умножить на 4х минус 3 умноженное на 4. Откуда следует 36 плюс 12, 48 равно 12х в квадрате. Тогда х в квадрате будет равно 4, а х равно 2. Ну, собственно, и все. Отсюда сразу же получаем длину стороны АБ. АБ, оно равно 3х, ну а х равно 2. 3u2 – 6. Задачка решена. Я уверен, что эта формула вам пригодится. Вот, вы будете ее с радостью использовать. Напишите, кто не знал этой формулы, узнал только сегодня, и кто считает ее полезной. Я с вами прощаюсь. Пока, до новых встреч. С вами был Валерий Казаков. Пока.